На поле боя выйдут легенды: легкий Т-70, грозный Т-34-85, гигантский ИС-2, а со стороны противника хитро замаскированная штурмовая установка Штух-40 и коварный танк «Пантера». Но пока все это только начинается. Добро пожаловать в ад. Сандомирский плацдарм. Август 44 года. И мы не зрители, мы свидетели. Сначала тишина, та самая, звенящая, что бывает перед бурей. Потом одинокий выстрел. И пошло-поехало. Лязг затвора, очередь немецкую МГ-42, которую красноармейцы прозвали Косторезкой. Этот звук невозможно спутать ни с чем. Он прошивает воздух, поляну, время. В атаку поднимается наша пехота. Мальчишки с трехлинейками против фашистских шмайсеров и пулеметов. Они бегут по полю, которое вот-вот превратится в мясорубку. Рвутся мины, свистят осколки. Вот падает один, второй. Немцы бьют из укрытий, прижимая наших к земле. Кажется, еще немного, и атака захлебнется. Но тут новый звук, нарастающий, высокий гул мотора и лязг гусениц. Из-за подлеска выскакивает он, не великан, а юркий, быстрый, словно сердитый гончий пес. Это Т-70. Не лучшее место для Т-70. Наш легкий танк, глаза и уши пехоты. Его 45-миллиметровая пушка как раз против дотов и пулеметных гнезд. Видите, пехота приободрилась. Бойцы поднимаются, бегут за ним, используя его как щит. Т-70 давит огневую точку, сея панику в рядах врага. Он герой момента. Т-70 был создан в 1942 году как замена устаревающим легким танкам Т-60. Он имел 45-миллиметровую пушку 20К и спаренный пулемет ДТ. Бронирование достигало 60 мм лобовой проекции, но этого хватало лишь против легких орудий и пулеметов. Экипаж всего 2 человека – механик-водитель и командир, который одновременно был и наводчиком, и заряжающим. Историки отмечают, в реальных боях Т-70 редко могли тягаться с немецкими танками. Их основная роль – разведка, прикрытие пехоты и борьба с легкой техникой противника. Тем не менее, тысячи этих машин участвовали в боях, и многие красноармейцы воспринимали их как спасителей в трудную минуту. Т-70 медленно движется вперед. Его орудие стреляет, уничтожая пулеметное гнездо. Пехота ликует и поднимается в атаку. Но у немцев есть свой козырь в рукаве, и он уже прицелился. Из идеальной маскировки, с фланга, будто демон из преисподней, выползает низкая, приземистая, безбашенная тень. Это штук с длинным стволом, или, как его называли, Штух-40. Это не совсем танк, это самоходная гаубица, убийца. Его сложно заметить, еще сложнее попасть в него. Один выстрел, резкий, хлесткий, как удар кнута, и наш Т-70 вдруг замолкает. Из люка вырывается черный дым. Он не взрывается, он просто замирает, смертельно раненый. Экипаж. У этого экипажа нет шансов. Это страшная молниеносная расплата. Немцы ликуют. Их пехота поднимается в контратаку. Давление на наших вновь нарастает. Кажется, стальная лавина вот-вот сомнет наши окопы. Штух-40, он же штурмгаубица, был вооружен 105-миллиметровой гаубицей. Его предназначение – поддержка пехоты огнем по укреплениям и живой силы. Самоходка была создана в 1942 году, когда стало ясно, что стандартное 75-миллиметровое орудие Штук-3 не всегда справляется с задачами. Бронирование у этой машины доходило до 80 мм. Силуэт низкий, что делало ее трудной целью, но отсутствие поворотной башни ограничивало маневренность. Немцы ликуют, их пехота поднимается в контратаку. Давление на наших вновь нарастает. Кажется, стальная лавина вот-вот сомнет наши окопы. Но Красная Армия не сдается. Слышите? Новый, уже совсем иной рокот, более низкий, басистый, мощный. Это песня, которую знает каждый немецкий танкист и ненавидит всем сердцем. Это легенда, это символ нашей победы. Из клубов дыма, словно призрак мщения, появляется он, Т-34-85. Это уже не тот Т-34 начала войны, это грозная машина 1944 года с новой, мощной 85-миллиметровой пушкой, способной драться на равных с новейшими немецкими кошками. Он мчится, подпрыгивая на кочках, несясь на выручку. Его башня резко разворачивается. Он видел смерть Т-70. Он нашел своего убийцу. Штук пытается развернуться, дать второй выстрел, но слишком поздно. Т-34 уже поймал его в прицеле. Выстрел, еще один. Попадание. Немецкая самоходка бьется в предсмертной агонии, и всех люков вырывается пламя. Месть свершилась. Давайте окунемся в историю Т-34-85. К 1942 году стало ясно, прежние модификации Т-34 с пушкой калибра 76 мм больше не справлялись. Немцы вывели на фронт «Тигры» и «Пантеры», которые уверенно держали удары старых советских орудий и в ответ уничтожали Т-34 с огромной дистанции. Стал вопрос, либо срочно модернизировать машину, либо искать замену.
Полностью отказаться от Т-34 было невозможно. Это был самый массовый и отлаженный в производстве танк. Поэтому советские инженеры пошли по пути глубокой модернизации. Так родился Т-34-85, танк, который стал символом завершающего этапа войны. Впервые Т-34-85 массово появились в боях зимой 1944 года и сразу доказали, что могут на равных бороться с немецкими «Пантерами». На дистанции до 1000 метров 85-мм пушка уверенно пробивала лобовую броню «Пантеры». «Тигра» же она поражала на меньших дистанциях, около 600-800 метров, но все равно это был огромный прогресс по сравнению с 76-мм пушкой. По огневой мощи Т-34-85 догонял, по маневренности и простоте превосходил немецкие тяжелые танки. На Сандомирском плацдарме именно здесь, летом-осенью 1944 года, Т-34-85 сыграл ключевую роль в составе танковых корпусов, они отражали атаки немецких «Пантер». Фронтовики часто говорили, что Т-34-85 почти как прежний Т-34, только сильнее и удобнее. Новая башня давала больше места, появилась радиостанция, что улучшило взаимодействие в бою. Усиленная броня внушала уверенность. Многие командиры танков признавались, на Т-34-85 мы впервые почувствовали, что можем биться с немцами на равных. С 1944 года по 1945 выпущено свыше 21 тысячи Т-34-85. Это значит, что именно они стали рабочей лошадкой Красной Армии в финале войны. Именно на них штурмовали Кёнигсберг, освобождали Польшу и брали Берлин. Вернемся на поле боя. Тишину, наступившую после уничтожения Штуга, разрывает новый, леденящий душу звук. Это не лязг и не грохот. Это низкий, размеренный, методичный гул мощнейшего двигателя Майбах. Это звук качественной, превосходной немецкой инженерии. Это звук смерти. Из глубины леса, медленно, уверенно, словно непробиваемый дрейтноут, выползает настоящий хозяин поля боя 1944 года. Танк «Пантера». Давайте на минутку остановимся и посмотрим на этого зверя. Это не просто танк, это шедевр и кошмар одновременно. Его длинная 75-мм пушка КВК-42 пробивала броню любого нашего танка, кроме, пожалуй, ИС-2 с расстояния в 2 километра. Его лобовая броня под рациональными углами наклона была практически непробиваема для пушек Т-34-76 и большинства противотанковых средств. Он был быстр, маневрен и смертоносен. Появление «Пантеры» на поле боя заставило кровь стынуть в жилах. «Пантера» почти всегда выбирала момент. Она не мчалась напролом, она выжидала. Из засады, из-за дымовой завесы, из лесополосы. И когда советский танк входил в зону поражения, одно точное попадание превращало его в горящий факел. Фронтовики говорили: против «Пантеры» мы чувствовали себя зайцами на поле. Только удача и артиллерия спасали нас. Но у этого чудовища была и обратная сторона. Техника оказалась слишком сложной. Первые «Пантеры» на Курской дуге сами выходили из строя. Их моторы горели, коробки ломались, подвеска не выдерживала. Но когда «Пантера» работала исправно, она была кошмаром для любого советского экипажа. Под тяжелым броневым капотом «Пантеры» ревел бензиновый двигатель «Майбах» мощностью 700 лошадиных сил. Его низкий рокот перекатывался по полю, словно далекий гром. Но вместе с этим чудовищным рычанием скрывалась и хрупкость. Моторы горели, трансмиссия ломалась. Силуэт и корпус машины был широк и низок, словно хищник, прижавшийся к земле перед прыжком. Башня медленно поворачивалась, как голова зверя, выбирающую жертву, а длинный ствол напоминал копье гладиатора, безжалостное и точное. В августе 1944 года немцы предпринимают отчаянную попытку ликвидировать советский плацдарм на Висле. В атаку идут дивизии с более чем сотней «Пантер». Один из боев вошел в историю своей кровавой статистикой. В районе села Оглендуф группа «Пантер» смогла за день сжечь свыше 50 советских Т-34. Их пушки били с расстояния до 1,5 километров, и пока советские машины пытались подойти поближе, они уже горели. Советский танкист Алексей Слюсарев вспоминал: на Сандомирском плацдарме мы впервые поняли, что значит встретить «Пантеру» в лобовом бою. Они били нас с километра, а мы могли ответить только с полукилометра. И то, если повезет попасть в борт. Мы чувствовали себя словно на расстреле. Военные историки отмечают, в первых столкновениях на Курской дуге соотношение потерь иногда доходило до одной «Пантеры» против 5-7 Т-34. Даже позже на Сандомирском плацдарме, где у Красной Армии были уже ИС-2 и Т-34-85, «Пантеры» оставались крайне опасным противником. Эффективность «Пантеры» измерялась не только количеством подбитых танков, она действовала на психику. Пехота боялась ее мотора. Танкисты знали, что если против тебя «Пантера», нельзя лезть напролом. Даже артиллеристы предпочитали поджидать ее в засадах, понимая, что лобовая атака обречена. Советский офицер Василий Гуров писал: «Мы знали, что у нас людей больше, чем танков, но одна «Пантера», если ее не остановить, могла сорвать всю атаку. Это был не просто танк, это была живая стальная стена».
Да, у «Пантеры» было множество проблем. Слабые двигатели, горящие топливные баки, сложность ремонта. Но когда машина была исправность, ее эффективность была просто чудовищной. Например, историк Стивен Залага пишет, в 1944 году «Пантера» была, возможно, лучшим танком мира по сочетанию огневой мощи и брони, но ее было слишком мало, и она не могла изменить ход войны. «Пантера» стала символом немецкой надежды и советского страха. Ее эффективность измерялась десятками сожженных танков в каждом бою. Она была настоящим охотником на поле боя. Но именно эта эффективность обернулась трагедией для Германии. Вместо массового и простого танка, как Т-34, они сделали дорогого и капризного монстра, который поражал врагов, но не смог остановить лавину Красной Армии. Вернемся на поле боя. Наш Т-34 – герой, только что одержавший победу, теперь в роли жертвы. Он пытается маневрировать, но «Пантера» слишком точна и слишком мощна. Первый выстрел, снаряд рикошетит от башни Т-34, осыпая стальным дождем все вокруг. Экипаж 34-ки в шоке, немецкий наводчик не промахнулся, он просто не пробил броню. Чудо? Нет, это всего лишь меткий выстрел в хорошо бронированную маску орудия, но чуда не будет. Второй выстрел «Пантеры», и он точный. Страшный удар. Т-34 дергается, как раненый зверь. С башни срывает люк, и из него вырывается адское пламя. Внутри гибель экипажа. Нашего героя больше нет. Немецкая пехота снова поднимается в полный рост, идет вперед. У них есть свой стальной покровитель, свой идол, который только что разобрался с лучшим танком Красной Армии. Кажется, битва проиграна. Сандомирский плацдарм вот-вот будет сброшен в Вислу. Но мы-то с вами знаем, чем закончилась эта война. Помните же, а? Тишину после победы «Пантеры» нарушает не звук, а чувство. Чувство глубокой и низкой вибрации, которая идет из-под земли. Она отзывается в груди, в зубах. Потом этот гул нарастает. Он тяжелый, неторопливый, неумолимый. Это не песня, это похоронный марш. Марш по «Пантере». И тогда появляется он, медленно, словно не желая тратить силы на суету. Из клубов дыма и гари выплывает исполин. Это ответ Советского Союза. Это тяжелый танк прорыва. ИС-2. Иосиф Сталин II. Посмотрите на него, это не просто танк, это передвижной ДОТ. 46 тонн советской ярости и инженерной мысли. Но главное, его орудие. 122-мм пушка Д-25Т. Мощнейшее орудие Второй мировой войны. Мощнейшее орудие Второй мировой войны, которое когда-либо устанавливалось на серийный танк. Снаряд, выпущенный из него, не просто пробивал броню, он сминал ее, вырывал огромные куски, вызывал детонацию боеукладки. Попадание такого снаряда в любой танк противника было для него фатальным. Экипаж немецкого «Тигра» после прямого попадания снаряда от ИС-2 описывал это так: будто по башне ударил кувалдой бок. «Пантера» замечает противника. Немецкий экипаж – профессионалы. Они быстро разворачивают башню. Они первые успевают выстрелить. Снаряд попадает в лобовую броню ИС-2. Но исполин даже не остановился. Он продолжает медленно и грозно ползти вперед. Лобовая броня ИСа в 120 мм выдержала удар. Рикошет. Теперь очередь советского гиганта. Башня ИС-2 поворачивается. Наводчик ловит в прицел силуэт «Пантеры». Кажется, время остановилось. Весь наш парк «Патриот» замирает в ожидании. Выстрел. Это не выстрел, это удар грома. Это оглушительный, всепоглощающий рев, от которого на мгновение глохнут все звуки на поле. Мы видим, как огромный снаряд, словно кусок ада, врезается в немецкую кошку. Броня «Пантеры» не выдерживает, она не пробита, она разворочена. Внутри вспыхивает пожар, и через секунду машину разрывает на части чудовищной силы взрыв боеукладки. Башня слетает с погона. Это не просто подбитие, это уничтожение. И в этой тишине, наступившей после грохота, слышен только один звук. Сначала тихий, потом нарастающий. Это крик «Ура!». Это крик наших пехотинцев, которые поднимаются в свою последнюю победную атаку. Немецкая пехота, оставшись без своего стального монстра, дрогнула и побежала. Плацдарм удержан. Битва выиграна. Это была не просто реконструкция, это была история, рассказанная железом и огнем. История технологий, тактики, мужества и потерь. Каждый из этих машин – живой свидетель той войны. Т-70 легкий и быстрый, но уязвимый труженик начала войны. Штук – грозная и эффективная самоходка. Кошмар наших экипажей. Легендарный Т-34-85 – символ нашей победы. Рабочая лошадка всех фронтов. Грозная «Пантера» – технологический шедевр, который так и не стал массовым, но навсегда остался одним из самых опасных противников. И исполин ИС-2 – наш тяжелый кулак, который мог на равных говорить с любым немецким зверем. Но за всеми этими машинами, за сталью и огнем стояли они, люди.
Мальчишки, которые вчера пахали землю, учились в институтах, писали стихи. Они садились в эти железные коробки, глотая пороховую гарь, страдая от жары и страха. Они умирали в страшных муках, сгорая заживо, и проявляли чудеса героизма, чтобы спасти товарищей. Сегодня, глядя на эту грандиозную реконструкцию в парке Патриот, мы отдаем дань памяти не столько железу, сколько им, тем, кто воевал внутри нее, тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы сегодня над нами было мирное небо, а грохот орудий мы слышали только на таких вот праздниках памяти. Парк Патриот – это уникальное место, где история перестает быть картинкой в учебнике. Она дышит, гремит, пахнет порохом, пахнет соляркой. Она оживает, чтобы мы, ныне живущие, могли понять, какой ценой досталась эта победа, чтобы помнили, чтобы ее ценили. Обязательно рекомендую приехать сюда, привозите своих детей, покажите им эту живую историю, потрогайте руками сталь, которая спасла мир, склоните голову перед подвигом, который забывать нельзя. Помните, гордитесь, берегите мир. Это был мой репортаж из парка Патриот. Подписывайтесь на канал, ведь на этом канале будут освещаться все крутые танковые события в России, в Подмосковье и в мире в целом. Пока.